башню тьмы мы прошли. Теперь начинается яма. В яму мы также берем пирата. Пиратика нашего. Там он гораздо более полезен. Потому что особенно на слабых боссах при выставлении рун он очень часто ставит героев на ваши руны. Так, ну и начнем. Начнем мы с белых. Пока идем все в дамаг. Вот, как я и говорил, он очень часто ставит на руны. Это мой самый прокачанный белый герой 21 уровня. Мой такой мини-рекордсмен. Так, так. Я пока больше ничего вообще ставить не буду. Так, ну, в принципе, можно поставить стрелка, чтобы урон нанести. Ну, давайте одного отдадим. Вот он продолжает ставить на эту руну. Вот сейчас только изменил решение немножечко. Давайте выпустим тогда акулу и пропустим ход. Он будет сейчас ставить либо шиноби, либо это. Поставил сюда. Замечательно. Пропускаем дальше ход. Здесь все вычищено. Угу. Так, давайте дадим ему 105. 13 случайному врагу. Нет, отдавать я сейчас стрелка точно не буду. Давайте проще вот так вот сделаем. Сейчас умрет наш шиноби. Превращает он ближников в... Призывает двух зомби. Каждый седьмой превращает врагов ближнего боя в зомби 2-2. Ну и здесь пропускаем опять же ход, чтобы героев не тратить, и получаем свою победу. Ничего сложного в первом боссе нету. Получаем свои 3 сундучка. «380 пес-самурай». Перед атакой наносит случайному врагу и в начале хода получает плюс к атаке. Следующий у нас это будущий механик Гир. А на синем уровне просто механик. Плюс 6 за каждого союзника. И в конце хода исцеляет союзников линии на 5. Кстати, он когда хорошо прокачан, то герой очень даже неплохо выглядящий, скажем так. И попадался я там с 3-4 пробуждениями на него. Вообще непробиваемый, еще и хилит. Так, ну и будущий граф Влад. Вампиризм и при атаке крадет 2. Тоже неплохо. Он у меня, да, на 16 пробужден, 21 на 16 до 21 если его догнать, 33 141. Вампиризм 18 и атаки 8. Неплохо. Так, ну и следующий босс. Это у нас Энора, богиня чистоты. Сработало исцеление союзника, наносит 4 случайному врагу. Каждый 3-й ход призывает 2 палатки первой помощи. Каждый 7-й ход наносит 40 вражескому варлорду за каждую палатку. То есть палатки не стоит удерживать на поле очень долго и очень много. Также раскидываем сразу рунки. Ну и начинаем опять же с белых героев. 750 здоровья у нее. Угу. Так, можно вообще в принципе отдать Бастет, чтобы сохранить ее. Убиваем, наносим урон. Сейчас он должен будет Бастет контрить, а он этого не делает. Ну, интересное решение с его стороны. Так, смотрим какого-нибудь стрелка. В идеале белого. Нет, ну и тогда и не надо пока. Пропускаем ход. Вот палатки вышли. Так, 43. Ну, тогда сюда отдадим оруженосца. Если я не ошибаюсь, это же... А, это Паш. Паша, не оруженосец. Убивает он нашего. Как раз белый вышел. Соточку проносим. Выходит механик этот как раз. Так, ну у нас там 50. Пропустим пока ход опять же.
Обе палатки сносятся, что есть хорошо. Так, эти сами умрут. Прибавляем атаку, пропускаем ход. Да, убивает он нам наконец-то бастет. Мы опять просто пропускаем ход. И еще раз просто пропускаем ход. Мы здесь только и занимаемся тем, что пропускаем ходы. Ну и это победа. Опять же пропуском хода. Чтобы лишних героев не тратить на этого, они потом на старших боссах пригодятся гораздо сильнее. Так, вот неплохо получаем порождение плоти, замораживает врагов в линии на один ход. Тоже, кстати, очень неплохой герой. Но у них вся линейка неплохая. В начале хода наносит 11 вражескому варлорду. То есть вся линейка неплохая. Вот этот вообще ужас из глубин. Очень помогает он в приключениях, когда против тебя играет фракция порядка. То есть набираешь пачку там хаоса. И замечательно, он все морозит, все, что выходит. Ты в это время можешь выставляться и сносить. Ну и его старший брат, это Иштмала, древний бог. Тоже прекрасный герой просто. А такого он замораживает врагов дальнего боя на один ход. Невосприимчивость и в начале хода дает 20 союзникам. Хороший герой. Так, ну это будущее Энлиль. То бишь здесь это Гарпия. У меня самой Энлиль нету. Но она дает шипы и имеет полет. То есть при эволюции воительница ветра, варлорд такого он получает плюс 4. Ну не самое лучшее умение для нее. И полет. Ну и вот эта Энлиль, у меня ее нету. Ну и кто нам третий упадет? А, опять ужас из глубин. Ну, порождение плоти. Хорошо. Все, завтра ждем мы тогда магма опий. Сработала кража атаки союзника, дает плюс 13 союзникам. Каждый третий ход дает минус 37 врагам. И каждый шестой ход убивает врагов с нулем. Проходить магму опия. В бой. Так. Сработала кража атаки союзника, дает плюс 13 союзникам. Каждый третий ход минус 37 врагам. Каждый шестой ход убивает врагов с нулем. Ну, поехали, что поделаешь. Так, и ближников толком нету. Давайте пока так начнем. Сейчас он нам срежет атаку через ход. Ну, чтобы хотя бы немножко атаки все-таки оставалось. Ну, вот этого он убьет потом. Волков тогда мы пока выпускать не будем. Давайте пока вот так вот поставим. Да, срезал он атаку. Эти оба умирают. Ставим волков. Ну и в принципе можно пропустить ход пока. Хорошо. Хорошо. Давайте тогда вот так вот. В принципе, пока никаких таких особо сильных топовых героев отдавать не будем. Порезал он нам атаку немножко. Ничего страшного. Так, пропускаем ход. 300 остается. Срезал атаку. До нуля. Опять же, не страшно. Угу. Выпускает он на самую сильную, соответственно, противодействие. Пока никого не тратим. Оставляем все как есть. Выхиливается она у нас. Ну, мы пропускаем дальше ходы просто. Остается 58 хп. Опять он снижает атаку. Опять же, нам это абсолютно не страшно. Пропускаем ход. Ну и сейчас его добьем.
благополучно. Пропускаем ход еще. Ну хорошо, мы существ сэкономили нормально. Получаем эпический сундучок и 390 монеток. Ну, 250 караса. Тоже неплохо. До 11 бы его дотянуть. И эликсирчика 20 штучек. Так, ну и Торн Мудрейший. Не всегда я его прохожу уже с первой попытки. Такой довольно неприятный персонаж. Тем, что постоянно наносит урон. И здесь надо по-любому у него сливать вот этот тотемчик. То бишь Цезаря. Цезаря надо сливать. Давайте вампира поставим. Сама умрет. Хорошо, руны встали все-таки. Так. Давайте вот сначала этих отдадим. Не встали. Тогда вот так вот сыграем. Сейчас он урон начнет наносить. Да, по 19 пошло. Давайте так сыграем. Пока живем, и ладно. Вот он по природе нанес. По всем, кроме порядка, точнее. У него здесь такая градация идет, что каждый третий ход кроме природы, потом каждый четвертый кроме порядка и кроме хаоса. Так. Давайте поищем какого-нибудь ближника. Вон нам тут. Ну, давайте вот так вот. Пускай немножко полечит нас. Ага, 19 по порядку прилетела. Убивает. Замораживаем. Тогда вот так вот поставим. Здесь слили. Он нас добивает одного. Подмораживает. Тогда давайте сразу его убьем. Так, Энлили вышла. Но Энлили опять же на клетку встала. Что мы тут можем? Еще есть она попытка. Ну, вот давайте его и отдадим. Так, можно больше дамага вносим. И теперь не могу фиолетовую на усиление войск потратить. Не совет. Советовали Грейс вторым ставить рулетки. Но если у тебя 2 попытки, то, соответственно, да. Ну как, я бы советовал Шаамуну и плюс, блин. И мне даже убить-то неким. Ну, давайте тотем отдадим. Ага. Вот то, чего я крайне не хотел допустить, оно свершилось. Давайте вот так вот тогда. Грейс, конечно, я не спорю, хороша. Подлечимся немножко. Но хороша она уже на, опять же, на определенной прокачке. То есть, если Шаамуна в изначальном своем виде достаточно, ну, боеспособна, скажем так, то Грейс не дает моментального эффекта. То есть, то, что карточки придут из этого, ну, призыва самого, они не дадут моментального эффекта, вот прям вау. Поэтому, например, если у вас нет Иостры, то тогда лучше взять Шаамуну и Иостру. Или, например, Шаамуну и Виксена. Они дадут больше профита, чем Грейс, которая, ну, Грейс можно взять и потом. Она не является какой-то панацеей от всего, там, как там, Грейс или там Масура. Они сами по себе не являются, ну, теми героями, которые прям в одно лицо могут выиграть игру. Они это могут, но когда они находятся в связке с кем-то, ну, скажем так, достаточно сильным. Вот в чем все дело. Поэтому я бы все-таки советовал, если 2 героя, то, наверное, если нет, то Шаамуну и Иостру. Это даст, ну, скажем так, больше
профита, чем просто полученная, допустим, Грейс одна. Так, сколько у нас там уже накопилось их? Ну все, тогда можно, в принципе, пока больше не тратить, пропускать ходы тупо. Вот так вот. Здоровья у нас предостаточно. Мы его и так добьем. Пусть долго, зато лучше. На-на-на. Ну, вот как-то так все это выглядит. Проходим мы Торна. Очень хорошо, что с одной попытки. Очень хорошо, не пришлось тратить лишний. Следующий останется уже на завтра. Получаем еще 2 эпических сундучка. Мы собирали 400 монеток, но уже не надо это. Так, это эпический Кабас у нас, пустынный страж. Блок 9 будет, шипы 16. Ну, для эпика неплохо. Ну, конечно, здоровья очень мало. Он у меня не пробужден на 11. То есть пока копим карточки тогда. Ну и 250 глыба льда. Очень мне нравился этот герой. Я просто на первое событие, которое попал, там как раз айсберг шел. Вот этот вот. И глыба льда. И вот глыба льда у меня очень долго довольно в колоде играла. Потому что если айсберг замораживает там, насколько я помню, когда бьют, союзник ближнего боя атакован, включая себя, замораживает атаковавшего, то вот глыба льда замораживает просто в конце хода случайного врага. И иногда это было полезнее гораздо, чем умение айсберга. Ну, плюс здоровье у него неплохо. На 11 уже будет 29-104. Вот. На 16 38 на 126. Соответственно, пробуждать его будем на 16 уже. Вот, прошли мы. Следующим у нас будет, соответственно, Гер-Кошмар. При смерти союзника дает 14 случайному союзнику. Каждый четвертый ход дает перерождение. Не самый сложный босс. Там главное подгонять, чтобы под перерождение у него просто поле было чистое и пустое. Каждый шестой ход дает врагам способность в начале хода получает 16 урона 16 за каждого соседнего героя. Ну а на этом я с вами прощаюсь. Всех благодарю за просмотр, за лайки. Все. Всем спасибо. Пока-пока, ребят. Пока.